Всем привет! Сегодня мы покажем вам, как сделать самый простой каркасный букет. Был вопрос по поводу того, используем ли мы каркасы в своей работе. Да, мы их используем, но крайне редко, потому что наши клиенты от каркасных букетов уже отвыкли и, как правило, заказывают букеты в крафтовой упаковке, либо в пленке. Но, тем не менее, иногда мы их используем, как я уже сказала. И сегодня мы взяли самый простой каркас. Это каркас уже приобретенный. Ручные каркасы мы делаем редко и не советуем использовать их на 1 сентября, потому что это может удорожить ваш бюджет, ведь сделать каркас самостоятельно это достаточно долго по времени и это трудная работа. Итак, у нас простой каркас, и мы попробуем с вами составить букет в каркасной технике. Одно из правил букетов каркасной техники заключается в том, что если вы составляете ваш букет, то букет прежде всего не должен выходить за диаметр вашего каркаса, потому что если вы будете выходить за диаметр каркаса, то вы потеряете смысл этого букета. Каркас должен быть всегда обязательно виден. А второе, одно из тоже важных правил каркасной техники заключается в том, что ваш букет и ваш каркас должен быть в конечном итоге единым целым. То есть это означает то, что между каркасом и между вашим букетом не должно быть зазоров и пространств. Как бы букет должен лечь на ваш каркас. И только в этом случае он будет составлять единую композицию с каркасом. Ну а теперь посмотрите, что мы можем вам предложить как идею для 1 сентября, как один из тоже бюджетных вариантов. Сначала мы скрепляем ножки, да, вы знаете, что здесь их несколько, и они, как правило, мешают при составлении букета, поэтому мы... А можно этого не делать? Ну, можно не делать, но потом, когда вы будете проводить, вы можете зацепляться за эти ножки, и они будут вам мешать выстраивать вашу композицию. Поэтому я, как правило, это делаю, чтобы они не мешали. Мы используем анкор в данной ситуации. Опять же, можно использовать изоленту. Да, совершенно верно. И так как мы будем составлять букет с одним большим цветком, то сначала мы должны выложить как бы основание этого букета непосредственно внутри нашего каркаса. Для этого мы опять взяли листья дуба, причем взяли разноцветные, вибурнум, хиперикум, парочку краспедий для того, чтобы поддержать желтый цвет, потому что мы взяли солнечную желтую герберу. Ну а теперь вы начинаете непосредственно выкладывать. Почему с ягодок начинаем? Потому что вот они такие ветвистые, и мне очень удобно начать с ягодок, потому что они лягут на ваш каркас, и вы сразу поймете, какое пространство вы уже занимаете вашими ягодками. Посмотрите, мы уже постепенно выкладываем основу нашего каркаса. Я стараюсь не выходить за диаметр каркаса, и даже где-то немножечко, может, и опускаю листья, чтобы каркас был виден. И в то же время, вот то, о чем я вам говорила, посмотрите, я пытаюсь расположить листья и вибурнум таким образом, чтобы вот не было этого пространства. Видите, все ложится на каркас, составляя тем самым единое целое, чтобы не было именно так называемого отставания вашего букета по диаметру от каркаса. Мы вам, конечно, сегодня показываем самый простой вариант каркасного букета, именно для того, чтобы вы поняли принцип. А дальше вы его уже и дорабатывать, и использовать можете так, как вам удобно, в зависимости от тех цветов и тех материалов, которые присутствуют в вашем магазине. И плюс это бюджетный вариант, опять же, объемного букета, потому что мы используем здесь всего лишь один цветок. Желательно, конечно же, чтобы, так как мы используем, как сказали мы сейчас, один только цветок, чтобы ваш каркас был более или менее насыщен. Ну, и вот, опять же, чтобы он был разнообразный по фактуре. Да, положим. Ну, вот, предположим, мы оставим таким образом. Вот, выстроив вот таким образом. У нас еще есть такой белый хиперикум. Да. Он сегодня кустовой, это хиперикум спрей. Все мы помним, что слово спрей как раз и обозначает кустовые цветы.
Вот мы теперь посмотрим, где нам найти. Белую хиперику мы решили тоже использовать, потому что у нас светлые листочки крашены. Да, каркас темный, чтобы каким-то образом тоже поддержать этот цвет. И плюс вот, немножечко осветлить. Да, вот мне очень даже жалко его рвать. Я поставлю его вот таким образом, чтобы здесь за диаметр не выходить, да, посмотрите, но в то же время мне не хочется отрывать вот этот хиперикум, пускай он перекликается с виборнумом по высоте. То есть, чтобы вам было понятно, да, высота у вас может быть любой. Вы можете вообще вот такую горочку выстроить, если вам удобно. Самое главное, что вы не должны выходить за диаметр вашего каркаса, чтобы он был обязательно виден. А с каркасом проще для начинающих флористов работать или проще в своей руке выстраивать? Проще, потому что иногда сложно выстроить правильный круг, а каркас, он уже вас ограничивает в этом диаметре, и вы уже выстраиваете, да, для начинающих проще работать именно с каркасом. А здесь спиральная техника сохраняется или по какому принципу? Сохраняется, да, но чуть-чуть она ведется, эта спираль, не потому что она не ведется, а потому что здесь все-таки небольшое количество цветов, но вообще спиральная техника, она, да, присутствует. А если бы это был каркас большего диаметра с большим количеством цветов? Тем более. Тоже больше бы была спираль по углу? Больше была бы спираль, конечно. Спираль ведь для чего она существует? Для того, чтобы цветочки не стучались друг об друга, и для того, чтобы они не сломали бутоны, чтобы не было перегиба этого бутона. Вот посмотрите, мы составили наш букет в каркасной технике. Обратите внимание, у нас композиция или букет легли четко по каркасу, виден каркас. И осталось доставить 2 краспедии, чтобы подчеркнуть или поддержать желтый цвет. Да? Ну вот мы поставили 2 краспедии, чтобы подчеркнуть или поддержать желтый цвет нашей герберы. И теперь мы можем закрепить наш букет. Такой прикольный. А в качестве еще большого цветка можно также хризантему использовать. Можно хризантему, можно розу. Да, и мы хотим сказать, что был вопрос по поводу использования герберы, что мы не сажаем ее на проволочку. Вот в таком виде, особенно в таком виде, когда у герберы в букете есть какая-то опора, каркас, эльстромерия, ягодки, любые другие цветы, ей опора в виде проволоки уже не понадобится. И мы ее отпаиваем в подвешенном состоянии. У нас она приходит в картонной упаковке в таких ракетках. Мы их облокачиваем на вазу. Стебель герберы не должен касаться дна вазы. Таким образом она отпаивается большим количеством воды и прекрасно себя чувствует без проволоки. Да. Ну а теперь нам осталось доработать каркас, потому что нам нужно закрыть вот это основание проволочное, да, и мы воспользуемся в данном случае листочками дуба. И опять-таки, да, постарайтесь эти листья поставить таким образом, чтобы ваш каркас был виден. Не закрывайте его снизу, вы просто должны закрыть технические моменты. Да, вот эту точечку, или как мы называемую точку сплетения каркаса, основания. Поэтому можно даже воспользоваться такими коротенькими листочками, вот совсем их низко. Если они у вас вдруг чуть-чуть отгибаются и не ложатся по форме, их можно подклеить. Можно даже просто взять листочек, да. Посмотрите, если он соответствует. Вот этот листочек, например, я тоже... Органзой еще можно закрывать. Можно любой зеленью. Можно сеткой, как упаковочным материалом, можно любой зеленью. То есть, опять же, тут кому что больше нравится. Да, можно рускусом, можно салалом. Аспидистры подкручены, показывали, да, в предыдущем видео? В предыдущий раз мы показывали, да, совершенно верно. То есть вы вот закрываете вот таким образом.
соответственно, эту техническую часть. И тем самым мы Все скрыли. скрыли, да. А закрыть вы можете, как вам больше нравится. Или как нравится больше вашим покупателям. Ну вот, конечным этапом нашего букета является ленточка. Мы подвязали лентой. Мы очень любим использовать ленты двух цветов. Причем можно использовать и широкую, и узенькую. Потому что это подчеркивает тоже единство вашего декора с вашим букетом. Потому что у нас есть и желтый, и красный цвет в букете.